Наступило прекрасное время мая. Цветет любимая многими белая акация. Наверное, все знают это прекрасное дерево. Белая акация отличается большой высотой, может достигать 35 метров. Толщина ствола взрослого дерева дорастает до 1 метра, а иногда и до очень больших размеров. Крона дерева ажурная и сильно раскидистая. Растение цветет с середины мая по конец июля. Белыми цветами можно любоваться бесконечно. Пройти мимо них просто невозможно. В воздухе висит потрясающий аромат акации. Даже постояв возле цветущих деревьев и вдыхая медово-цветочный аромат, чувствуешь прилив сил, бодрости и энергии. По вкусу цветки нежные и мягкие, чем-то напоминают мед. Это большие кисти, растущие на толстых ветвях, длина примерно до 15 сантиметров. Акация белая – это название распространенное, но неправильное с точки зрения ботаники. На самом деле это рабиния обыкновенная, из семейства бобовых. Настоящая акация выглядит совсем иначе и растет преимущественно в Австралии и Африке, а в европейских странах акацию выращивают лишь в оранжереях. За обильное, щедрое цветение очень любят акацию пчеловоды, и потому пасеки часто обсаживают этим медоносом. Акациевый мед целебен, вкусен, очень ароматен. Ценен акациевый мед еще и потому, что акации не поражаются вредителями и, как следствие этого, никогда не подвергаются обработке ядохимикатами. Состав, который содержится в белой акации, ученые так и не смогли полностью изучить. Цветы и кора содержат в себе робинин-флавоноид, который выводит из организма мочевину. Именно на основе этого компонента создают лекарства. В листьях и соцветиях акации химический состав такой: гликозиды, эфирные масла, сахар, витамины, минералы, дубильные вещества и флавоноиды. Это лекарственное растение обладает мочегонными, отхаркивающими, жаропонижающими и слабительными свойствами. Самая главная целебная часть ароматного дерева – это цветки акации. Лечебные свойства их используют чаще всего. Есть также отвары из веточек и коры, но их используют пореже. Причина – токсичности акации. Ядовитые вещества в ее коре могут привести к отравлению, поэтому врачи советуют ограничиться только цветочным лечением. В сезон цветения белой акации полезно вспомнить о лечебных свойствах этого природного врача и поспешить собрать ароматный цвет. Так какие же полезные свойства у этого растения? Благодаря эфирным маслам чудесный запах белой акации повышает настроение и обостряет все наши чувства. Эти цветы часто применяют в ароматерапии и парфюмерии. Полезные свойства белой акации пользуются популярностью в области женского здоровья. Отвары помогают при женских болезнях, при воспалении яичника и миоме матки. Для приготовления лечебного средства необходимо залить 1 столовую ложку свежих или сушеных цветков 2 стаканами воды и закипятить, процедить. Принимать по 1 столовой ложке за 30 минут до еды 3-4 раза на день. Также гинекологи рекомендуют при заболеваниях производить спринцевание настоем цветков белой акации. Для настойки понадобится около 100 грамм свежих цветов. Их нужно залить теплой водой и настоять в течение суток. После тщательно процедить и проводить процедуру дважды в день утром и перед сном. Продолжительность не больше 10 дней. В качестве успокаивающего средства белая акация показана при неврозах, депрессиях и стрессе. При воспалительных заболеваниях почек, мочевого пузыря, отеках, мочекаменной болезни акациевые цветы действуют как противовоспалительное и легкое мочегонное средство. Прекрасный лечебный эффект дает спиртовая настойка из цветов белой акации при порезах, радикулите и ранах. Самым оптимальным рецептом настойки считается такой: 100 грамм сушеных цветков и 300 мл водки. Настаивать нужно 2 недели. Настойка цветов белой акации при наружном применении хорошо рассасывает варикозные узлы, помогает при тромбофлебитах. Простудные заболевания, грипп и бронхиты также можно излечить с помощью белой акации. Очень эффективен чай из лепестков белой акации. Чтобы приготовить такой лечебный чай, 1 чайную ложку лепестков сухих заливают стаканом кипятка, настаивает около 5 минут. Пить с медом при насморке, кашле и простуде. И самое простое и наиболее часто применяемое средство – универсальный отвар цвета акации. Для этого лекарства годятся и свежие, и сухие соцветия. На литр воды нужна 1 большая ложка сухих или 2 ложки свежих цветов акации. Залить цветы водой, пол-литра, 3 минуты варить, затем слить душистый настой в термос и долить воды до первоначального объема. Пить по ложке 4 раза в день перед всеми завтраками, обедом и перекусами. По традиции следует сказать несколько слов о противопоказаниях. Не рекомендуется применение белой акации при пониженной кислотности желудочно-кишечного тракта, при аллергии на цветы акации, во время беременности и кормления грудью. При передозировке возможны приступы головной боли, слабости, недомогания и тошноты. Перед тем, как лечиться цветами белой акации, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Когда цветет акация, главное не упустить этот момент, ведь лечебные свойства этих цветков невероятны.
На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.